Ханде Эрчель застукали в аэропорту с мужчиной, и она не стала ничего отрицать. Одну актрису уволили прямо во время полета, она узнала об этом из сообщения в телефоне. 5 сериалов получили смертный приговор, и финальные сцены уже сняты. А один из самых известных актеров Турции, похоже, навсегда покидает экраны ради совершенно другой карьеры. Это дайджест самых горячих новостей турецкого шоу-бизнеса из официальных источников. В этом видео я выражаю свое личное мнение о происходящем и разбираю каждую ситуацию подробно. Досмотрите до конца, потому что в финале я расскажу, чья судьба решится уже 1 января и какие сериалы точно не переживут эту зиму. Ханде Эрчель подтвердила то, о чем все говорили. Но правда оказалась совсем не такой, как написали турецкие журналисты. Вы наверняка уже видели заголовки о том, что актриса закрутила роман с известным продюсером Ануром Гувинатомом. Некоторые издания даже написали, что она чуть ли не живет у него дома. Но давайте разберемся, что произошло на самом деле. Все началось с того, что Ханде решила провести время в Лондоне. Она сняла там квартиру, записалась в языковую школу для совершенствования английского и даже планирует посещать курсы сценаристов. Актриса явно думает о своем будущем и хочет расширить горизонты. И вот, отправляясь в Лондон, Ханде оказалась в VIP-зале аэропорта. Там же находился Анур Гувинатом со своей командой. Они летели на конференцию Content London, которая проходила со 2 по 4 декабря. Встреча была абсолютно случайной. Они поговорили, обменялись любезностями. А потом Ханде пригласили на ужин, связанный с этим мероприятием. Что в этом удивительного? Она большая звезда, и раз уж так совпало, что она находится в том же городе, вполне логично, что организаторы воспользовались такой возможностью. На ужине они снова встретились. Видимо, общение оказалось приятным, и продюсер предложил продолжить знакомство. Вот и все. Это стадия, которая ни к чему не обязывает. Может перерасти в нечто большее, а может остаться просто приятным воспоминанием о встрече с интересным человеком. Когда Ханде вернулась в Стамбул на рекламные съемки, журналисты буквально набросились на нее с вопросами. И знаете, что она ответила? Очень просто и честно. Да, они знакомы. Но обсуждать пока нечего. Если что-то будет, она сама расскажет. А пока это очень новая ситуация. И почему она вообще не может ни с кем познакомиться? Самое забавное, что Ханде и раньше знала Анура. Они пересекались на обсуждениях проектов и официальных мероприятиях. То есть шапочное знакомство просто стало чуть более близким. О любви речи пока вообще не идет. Но турецкие СМИ не были бы собой, если бы не раздули из этого сенсацию. Дошло до того, что когда Ханде выложила песню со словами о потере, это тут же связали то ли с Хаканом, то ли с новыми отношениями. Хотя на самом деле так делают все, кто дружит с музыкантами. Выходит новая песня, и друзья делятся ею с подписчиками. Ничего особенного. Получается, что актриса уже не может не лайкнуть что-то, не выложить пост, чтобы это не превратили в скандал. Такова цена славы. Кстати, о продюсере Ануре Гувинатоме. Его сериал сейчас творит настоящие чудеса в рейтингах. Но есть одно опасение, которое не дает покоя фанатам. Сериал «Это море переполнится» неудержимо рвется вперед. На прошедших выходных проект показал рост и в общей аудитории, и в категории АФ. Такие результаты внушают серьезные надежды всем поклонникам турецких сериалов. Анур Гувинатом знает свое дело. Его продюсерское чутье снова не подвело, и история захватывает зрителей с каждой новой серией. Динамика просто отличная. Но вот в чем проблема. Фанаты помнят, что сценаристки этого проекта уже однажды покидали свою предыдущую работу. И теперь все с тревогой наблюдают за ситуацией. Вдруг история повторится? Вдруг вдохновение иссякнет, и авторы решат уйти в самый неподходящий момент? Пока что причин для паники нет. Сериал набирает обороты, рейтинги растут, зрители довольны.
Но турецкая индустрия научила нас одному важному правилу. Никогда не загадывай наперед. Сегодня проект на вершине, а завтра все может измениться. И пока одни сериалы взлетают к успеху, другие не выдерживают давления. Проект «Бахар» только что получил свой приговор. Даже отчаянная смена дня трансляции не спасла его от финала. 64 серии. Первый сезон с огромными рейтингами. Преданная аудитория, которая влюбилась в историю. А потом все начало меняться. Сериал «Бахар» от компании MF Yapım долгое время был настоящим хитом. Зрители ждали каждую новую серию, обсуждали повороты сюжета, переживали за героев. Но постепенно что-то пошло не так. Рейтинги начали снижаться. Не катастрофически, не до самого дна, но достаточно, чтобы руководство канала забеспокоилось. Тогда было принято решение о смене дня трансляции. Это крайняя мера. К ней прибегают только тогда, когда хотят дать проекту последний шанс. Иногда это срабатывает. Новый день, новая аудитория, свежий старт. Но не в этот раз. Воскресенье не принесло желаемых результатов. Проект так и не смог выйти на нужные показатели. И вот теперь официально объявлено о закрытии. До финала осталось всего 2 серии. Хотя знаете что? 64 серии – это вполне достойный результат. Многие проекты не доживают и до 20-й. Бахар успел рассказать свою историю, подарил зрителям целый сезон ярких эмоций и уходит не с позором, а с приличными цифрами. На последних выходных сериал даже показал рост и в общей аудитории, и в категории АВ. Преданные фанаты вернулись, чтобы проводить любимый проект. Но это уже ничего не изменило. Решение было принято. Такова реальность турецкого телевидения. Здесь не прощают слабости, не дают бесконечных шансов. Рейтинги решают все. И Бахар еще повезло. Он хотя бы успел завершить свою историю достойно. А вот 2 других сериала могут закрыться буквально завтра. Причем финальные сцены для них уже сняты. Их просто вставят в эпизод, и на этом все закончится. Финальную сцену уже сняли. Она лежит готовая и ждет своего часа. Если рейтинги не поднимутся, ее просто вмонтируют в очередной эпизод. И зрители даже не успеют понять, что произошло. Сериал «Глаза цвета Черного моря» балансирует на самом краю. Прямо сейчас идет предварительный анализ рейтингов. Руководство канала изучает цифры, сравнивает показатели, принимает решения. Закрытие пока не окончательное, но все может произойти уже завтра. В буквальном смысле завтра. Представьте себе. Актеры, съемочная группа, все эти люди пока не знают наверняка, будет ли продолжение. Они ждут. Надеются. А где-то в монтажной комнате лежит готовый финал, который может появиться в любой момент. И «Глаза цвета Черного моря» не одинок в этом подвешенном состоянии. Сериал «Елиман» оказался в точно такой же ситуации. 12-я серия стала решающей. Рейтинги упали и в общей аудитории, и в категории АВ. На фоне 2 успешных проектов субботнего эфира перспективы выглядят откровенно мрачно. Если 13-я серия не покажет чудо, проект закроют. 13 эпизодов. Даже не полноценный сезон. История оборвется на полуслове. Почему так происходит именно сейчас? Все просто. Конец осеннего сезона и начало зимнего – это традиционное время больших чисток. Каналы подводят итоги, смотрят на цифры и безжалостно отсекают все, что не приносит результата. В ближайшие недели новости о закрытиях будут приходить одна за другой. Не удивляйтесь. Это нормальный цикл турецкой индустрии. Выживают сильнейшие. Те, кто смог удержать аудиторию. Те, кто нашел своего зрителя и не отпустил его. Пока одни теряют свои сериалы целиком, другие теряют роли совсем иначе.
Актриса Алина Бус узнала о своем увольнении, когда летела в самолете. Она возвращалась из отпуска и даже не подозревала, что уже не в проекте. Она возвращалась из отпуска. Сидела в самолете, возможно, строила планы на предстоящие съемки, думала о своей героине. И вдруг узнала, что ее больше нет в проекте. Алина Бус лишилась роли в сериале «Док» именно так. Без предупреждения. Без нормального разговора. Продюсеры просто приняли решение и сообщили ей об этом, когда она была в воздухе. Согласитесь, поступок не самый красивый. На ее место взяли Сылу Тюрколу. Официальная причина звучит довольно странно. Якобы Сыла поразительно похожа на итальянскую актрису Матильду Джали, которая играла в оригинальной версии сериала. Насколько это важно для адаптации – вопрос спорный. Но решение принято, контракт подписан. Берсен Алтунташ официально подтвердила эту информацию. Сыла Тюрколу теперь звезда проекта «Док». А что же Алина? История могла бы закончиться грустно. Потерять роль таким унизительным способом, остаться без работы, переживать несправедливость. Но нет. Алина Бус быстро нашла новый проект. Она будет сниматься в сериале «Основание Архан». Так что все сложилось удачно для обеих актрис. Одна получила роль, о которой мечтала. Другая нашла нечто новое, возможно, даже лучшее. Турецкая индустрия жестока, но она же дает вторые шансы. Двери закрываются и открываются постоянно. Главное не останавливаться. Впрочем, не все актеры ищут новые роли в сериалах. Некоторые находят себе совершенно другую сцену. Кынан Имирзалыоглу, похоже, собирается покорить политическую арену. И об этом рассказал не он сам, а его коллега. Толга Карель раскрыл информацию, которую, по идее, должен был озвучить сам Кынан Имирзалыоглу. Почему он это сделал, остается загадкой. Но слова уже прозвучали. По словам Толги, Кынан станет кандидатом в депутаты от партии справедливости и развития на выборах 2028 года. Более того, актер добавил, что для политики Кынан даже немного запоздал. И пожелал ему удачи. Звучит неожиданно. На самом деле, не очень. Актеры периодически уходят в политику. Логика простая. Они известные публичные личности. Их лица узнают миллионы людей. За них голосуют охотно, потому что избиратели чувствуют, будто знают этих людей лично. Годы на экране создают иллюзию близости. Вспомните Эрдала Бишикчиоглу. Он стал мэром города и при этом продолжает сниматься в сериале «Бижачи». Говорят, неплохо справляется с обязанностями градоначальника. Совмещает две карьеры, которые кажутся несовместимыми. Кынана Имирзалыоглу в Турции знают практически все. Его популярность огромна. Если он действительно решит заняться политикой, у него есть все шансы на успех. Армия поклонников легко превращается в армию избирателей. Но есть важный момент. Сам Кынан пока ничего не объявлял. Официального подтверждения нет. Мы имеем только слова Толги Кареля. Возможно, он знает что-то из первых рук. А возможно, это просто слухи, которые обросли деталями. Давайте подождем официального заявления. До 2028 года еще есть время. А пока давайте посмотрим на полную картину рейтингов прошедших выходных. Кто вырос, кто упал, и чья судьба будет решаться 1 января, когда рекламодатели начнут перезаключать контракты. 1 января рекламодатели начнут перезаключать контракты. Именно тогда станет окончательно ясно, какие сериалы продолжат жить, а какие тихо исчезнут из эфира. Давайте посмотрим, кто сейчас в выигрышной позиции. Сериал «Розы и грехи» уверенно набирает обороты. Рост и в общей аудитории, и в категории АВ. Проект прочно занял место в первой пятерке самых популярных сериалов Турции.
С каждой новой серией история становится только интереснее. Если сценаристов не покинет вдохновение, нас ждет отличный сезон. «Гора сердца» — настоящий ветеран турецкого эфира. Этот старичок не собирается сдавать позиции. Снова рост по всем показателям. Аудитория верна проекту, и он остается самым надежным активом государственного телеканала. Стабильность, которой можно только позавидовать. Сериал «Разведка» от продюсера Тимура Савджи немного потерял в цифрах на этой неделе. Но волноваться не стоит. Проект держится на вершине уже несколько лет подряд. Небольшие колебания для него норма. Скорее всего, этот сезон не станет последним. Запас прочности огромный. А вот с другими проектами ситуация сложнее. «Клюквенный шербет» показал странную динамику. Вырос в общей аудитории, но потерял в категории АВ. Продюсер Катаргут пока удерживает неплохие рейтинги, но сериал начинает пробуксовывать. До конца сезона он точно останется в эфире. А вот следующий сезон уже под вопросом. Ситуация неопределенная. Сериал «Мошенники» от продюсера Керема Читая оказался в похожем положении. Рост в общей аудитории, падение в АВ. Проект не стал большим хитом, но и провалом его назвать нельзя. Середнячок. А судьба середнячков всегда зависит от рекламодателей. Захотят ли они вкладывать деньги в проект, который не блещет, но и не проваливается? Ответ узнаем после 1 января. Что касается проигравших, мы уже говорили о них. «Бахар» завершается через 2 серии. «Елиман» висит на волоске. «Глаза цвета Черного моря» может закрыться в любой момент. Такова реальность конца осеннего сезона. Время подведения итогов. Время жестких решений. Время, когда цифры значат больше, чем творческие амбиции. Но не стоит грустить. Одни двери закрываются, другие открываются. Весной придут новые проекты, новые истории, новые звезды. Турецкая индустрия сериалов не стоит на месте. Она постоянно обновляется, удивляет, разочаровывает и снова восхищает. Следите за новостями. Впереди еще много интересного. Спасибо, что досмотрели до конца. Это действительно важно для развития канала. Если вам понравился выпуск, поддержите нас лайком. Это займет всего секунду, но поможет продвижению видео. Подписывайтесь на канал «Любовь и мечты» и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить свежие новости о турецких сериалах и любимых актерах. Мы публикуем обновления регулярно. А теперь вопрос к вам. Как думаете, Ханде и Анур станут парой? Или это останется просто деловым знакомством? И какой сериал жаль больше всего? «Бахар», «Елиман» или «Глаза цвета Черного моря»? Пишите в комментариях. Интересно узнать ваше мнение. До встречи в следующем выпуске.